Всем привет! Ровно 2 года назад, день в день, была сделана прививка инжирного персика на обычный персик методом Z-прививки. Вот к подвою приставлялся черенок вот с этой стороны. Ссылка на это видео будет в верхней части. И чтобы, так сказать, закрепить пройденный материал, сейчас вот на эту ветку сделаю такую же прививку. И прививать будем секатором и заматывать лентой. Это чтобы доказать, что сейчас персик прививается очень хорошо, очень легко. Если вам это интересно, то не переключайтесь. А ветку будем брать с персика, который рядом и очень хорошо загружается плодами. Каждый год. Итак, какую ветку выбираем? Смотрим по лидерам. Вот этот, допустим, лидер. Но у него почки вскрылись и уже, вот видите, пошли побеги. Это нам не подходит. Нам нужна как бы целая почка. Так, дальше. Вот лидер. Вот хорошая почка. Да, вот такая подойдет. Вот такая почка подойдет. Ну вот здесь плоды, как-то жалко эту ветку. Вот лидер. Это дрозд поет, кстати. Вот эта почка уже вскрылась, побег. Вот это вскрылась. А вот это ждет нас, по-моему. Сейчас посмотрим. Да, это наша почка. Так, сейчас мы ее чикнем. Вам видно? Наша почка, вот ее берем. Вот это нам не нужна. Заберем вот отсюда. Упс, поймал. Снимаю на одном кадре. Прививать будем вот сюда. Вот сюда. Вот это тоже уберем. Вот так. Всем должно быть видно. Это принципиально. Итак, наша ветка, которую мы срезали. Вот эта почка нас интересовала, правильно? Вот эта пошла в рост. И вот эта пошла в рост. Листочки убираем. Здесь срежем позже, пока оставляем, чтобы нам было удобно держаться. Нам, ну мне. Мы же в одной команде. Итак, вот наша почка. Всем видно, да? Так, прививать будем вот сюда. Если мы хотим, чтобы привить вот так, чтобы черенок был с этой стороны,
Мы черенок разворачиваем. Прививать будем самым упрощенным способом. Как бы я делал, если не... Как бы я делал прививку, если не снимаю на камеру. Вот сам для себя. По-быстрому, так сказать. Вот. Берем черенок. Давайте вот так даже возьмем. Чтобы и почка не мешала. Прививать будем вот сюда, да? Вот так ставим. Давайте вот эту почку берем сразу. Вот так. Под углом. Хотите, приблизим. Видно всем? Осторожно, никого не ушиб. Так, далее. Теперь нам надо сделать надрез вот здесь. С этой стороны мне будет неудобно, но вообще в идеале сделать вот так. Теперь снимаем кору. Нет, мне с этой стороны неудобно. Вот так лучше мне. Так сподручней. Сняли. С этой стороны делаем вот так. Особо прицеливаться не надо. Как получилось? Здесь тоже убираем часть. И здесь. И здесь опять снимаем кору. Видно? Так. И вот здесь чикнем. Сразу приготовлю ленту. Вообще-то ее надо было приготовить заранее. Так. И теперь... Ой. Мне надо успевать и в камеру смотреть, и за черенком. Вот так. Вы скажете, неаккуратно? Может быть. Но зато все приживется. Потому что в это время приживаемость у персика очень хорошая. И у абрикоса в это время хорошая. Приживается как сорняк. У нас дождик начинается. Может, кто хочет приблизить? Видно? По возможности черенок тоже закроем, чтобы меньше терялась влага. Дождик усиливается.
Чтобы не переводить ленту, это тоже нанесем сюда. Ну и вот так пусть будет. Итак, сегодня 5 июня. 20 июня смотрите результат в вертикальных видео и в телеграм-канале. Не переключайтесь. Не переключились? Тогда еще важное дополнение. Эту прививку можно делать до середины лета. А если ваш регион где-то ближе к морю, Туапсе или Крымск, тогда вообще до первых чисел августа. Да, и желательно закрыть это фольгой, так как все-таки лето. Фольга защитит от солнечных лучей. 30 июня. И опять привет. 10 июля сегодня. Двадцать 26 июля. Тридцать 1 июля. Развитие так, слабые. Так как энергия уходит на плоды. Как есть. 6 августа. Так, сейчас сниму обвязку. Ставлю на паузу. Двадцатое июля.